Гданьск – один из самых красивых и уютных городов Польши. Крупный порт на Балтийском море, центр судостроения, местами напоминающий Амстердам. Помимо красоты, он переполнен культурными и историческими событиями прошлого. За город постоянно велись битвы. Пруссия завоевывала, а Польша отбивала. Одни называли Данциг, другие Гданьск. Пройдя через мировые войны и разруху, которую они несут, городу удалось восстановить свой облик и сохранить прежнее величие. Я предлагаю ненадолго, но окунуться в этот прекрасный край. Начну свой рассказ с Королевской дороги. Она расположена в старом центре города и является главной. Именно по ней в прошлом передвигались польские короли, известные и почетные горожане Гданьска. Здесь проходили парады и праздники, это сердце города. Пускают в город высокие главные ворота 16 века, небольшой форт, имеющий 3 арочных входа. Раньше здесь стояли огромные мосты, которые поднимали на ночь в целях обороны. В наши дни от ямы шириной в 50 метров не осталось и следа, а вот механизмы для подъема моста на месте. Сразу при входе нас встречает бывшая крепость, а теперь музей янтаря. Довольно символично, ведь Гданьск – мировая столица, окаменевшей 40 миллионов лет назад смолы. Мастера создали собственную школу обработки янтаря, а качество их изделий не имеет себе равного во всем мире. Его здесь настолько много, что местные дети ездят к Балтийскому морю и собирают золото с севера прямо на берегу. Люда, не стой! Ищи янтарь! А в костеле Бригиды находится самый большой янтарный алтарь в мире. Он буквально ослепляет красотой. Золотые ворота триумфально проводят нас дальше. Фигуры на них символизируют желания жителей города. Мир, свобода, счастье и величие. А дальше начинается архитектурная симфония. Яркие краски. Широкая, но уютная улица. По субботам на длинном рынке устраивались ярмарки, продавали живых поросят, а позже казнили еретиков и преступников. Вся в окружении известных зданий, таких как дом Упхагена, был полностью разрушен, а после реконструирован по фотографиям. Внутри можно увидеть уникальную обстановку мещанского дома XVIII века. Одно из самых красивых и величественных строений Гданьска – это ратуша. С ратуши доносятся прекрасные мелодии, не просто звон колоколов, а именно мелодии колоколов. Узкая, очень высокая, с острыми пиками. Датируется XIII веком. Сначала она была готической, но после пожара и переделки стала более ренессансной. Нептуна, как повелителя морей, жители портового города задобрили фонтаном и расположили его в центре. Взамен он приглядывал за моряками и даровал крупный улов. Золотой дом также был полностью разрушен и восстановлен. На фасаде можно увидеть бюсты знаменитых людей, в том числе 2 польских королей. Верхняя часть фасада украшена статуями Клеопатры, Эдипа, Ахилла и Антигона. Зеленые ворота закрывают Королевскую дорогу и ведут к реке Матлава. Первоначально было задумано сделать загородную резиденцию польских королей. Они были построены голландцами в голландском стиле из голландского кирпича. Зеленые, поскольку фасад был покрашен в зеленый цвет. Но все же главной достопримечательностью Гданьска является костел Святой Девы Марии. Самый большой кирпичный собор в Европе. Он один из немногих уцелевших храмов во время штурма в 1945 году. Внутри может поместиться до 25 тысяч человек. Здесь хранятся картины и скульптуры Средневековья. А на должность органиста претендовал еще молодой Себастьян Бах. Величественно возвышается 78-метровая башня со смотровой площадкой, откуда открывается восхитительный вид на город.
Подняться на башню может каждый, преодолев 400 ступенек. Вау! Какой же красивый Гданьск с высоты. Прямо от костела к реке ведет улица Мариатская, где раньше жили одни из самых богатых горожан. Чтобы ощутить себя польской знатью, мы поселились именно в этом месте. Здесь какая-то особая атмосфера, которую создает сочетание старинной мостовой с домами из камня, декоративными порталами и лестницами, украшенными горгульями или львами. Прекрасная набережная реки Матлава, где уютно кучкуются сказочные разноцветные домики, плавают красивые старинные корабли, множество ресторанчиков, кафе, сувенирных лавок, музеи и отелей. Только посмотрите, как местным удалось соединить старый стиль и новый стиль, такой хай-тек, ренессанс. Ворота кран-журавль, будто фигурка из Тетриса, использовались для подъема грузов и установки мачт. Построенный еще в средние века, стал самым большим краном в Европе. Грузы весом до 4 тонн поднимались на высоту до 11 метров. С помощью ворота, приводимого в движение колесами, внутри которых двигались люди. К Балтийскому морю жителям Гданьска ехать всего 40 минут на трамвае. До вокзала ездит электричка в красивый город Сопот. Он оказался уютным и атмосферным, с интересными зданиями и очень длинным пирсом. Большую часть времени море холодное. Иногда в августе прогревается до 20 градусов. Но зато прогулки у моря способны отвлечь от любых проблем и подарить вдохновение. Ну и, конечно же, один из самых красивых железнодорожных вокзалов в мире. Здание внушительных размеров, из красного кирпича с широкими окнами. Высокую башню вокзала в 50 метров с красивыми часами видно издалека. Зацепить он смог даже японцев, которые построили дворец свадеб по его образу и подобию в городе Имари. После насыщенного дня я рекомендую попробовать традиционный польский журek. Это густой кислый суп, приготовленный на специальной закваске,
Как правило, без картошки, но обязательно с добавлением колбасы или копченостей. Это самый вкусный суп, который мог придумать человек. Благодаря милости Нептуна мы можем попробовать высочайшего класса треску. И неважно, где вы ее закажете, в каком-то общепите или в ресторане, испортить местную треску очень тяжело. Гданьск прочно связан с одним из самых трагических моментов всего человечества – началом Второй мировой войны. Из-за отказа Польши передать его Германии началось вторжение в страну. Первые взрывы были слышны именно жителям Гданьска. Шаги немцев по тропе войны начались с Вестерплатте. 1 сентября 1939 года в 4 часа 45 минут прибывший в Данциг с дружественным визитом и с радостью встреченный местным населением немецкий учебный корабль, старый броненосец, внезапно открыл огонь по польским укреплениям. Но пострадал город не только от немцев. В ходе освобождения советскими войсками в 1945 году из-за бомбардировок был почти весь разрушен. Только посмотрите, насколько катастрофически был разрушен Гданьск пришлыми советскими войсками в 1945 году. Все эти уникальные, разноцветные, красивые домики реконструировались на протяжении долгих лет по фотографиям и воспоминаниям. Чтобы прочувствовать весь мрак и боль того периода, был создан музей. Вау, какое красивое здание, все в стекле. С множеством интерактивных объектов, погружающих в атмосферу. К примеру, здесь история о девушке, которую кинули в машину с мертвыми телами, забыли проверить ее, закопали все тела, но она как-то выбралась из-под земли и осталась живая и рассказала эту историю. Собрана большая коллекция различных вещей, оружия, фотографий. Целый город. Именно этому месту удалось передать трагедию простых людей, проживающих в Польше. Я советую приехать сюда всем, кто считает войну лишь геополитикой, и попытаться прочувствовать всю ту боль, которую испытали на себе простые обычные люди, которые рассказали свои тяжелые истории. Гданьск – замечательный город. Он может предложить многое любознательным путешественникам. Кто-то сможет насладиться вечерними романтическими прогулками по уютной набережной с видом на корабли и пряничные домики. Другой сможет прочувствовать симбиоз двух европейских культур – немецкой и польской. Кому-то будет интересно познать разруху и боль периода Второй мировой войны. Кто-то придет в восторг от реализации архитектурных решений эпохи Ренессанса. Но в чем я уверен точно – Гданьск не оставит равнодушным никого.